Друзья, всем привет! Ну что же, наконец этот день настал. Сегодня мы с вами выполняем правильную оптимизацию HyperOS 2. Многие жалуются, что оболочка работает не очень хорошо, автономка не слишком радует, а новые обновления, которые выходят, не всегда закрывают все эти проблемы. И потому этот видеоролик покажет вам, как это все добро нужно правильно сделать, дабы ничего в фоне лишнего у вас не висело. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у нас сейчас сначала будет такое небольшое предисловие. Получается, вы приобретаете новый смартфон Xiaomi, Poco, Redmi, и у вас сразу возникает вопрос, как же правильно его настроить. В частности, чтобы не было рекламы, чтобы в фоне ничего не висело, ну и чтобы батарейка не слишком быстро улетала. Сразу хочу сказать, что данный видеоролик не является какой-то панацеей от всех проблем современного софта, потому что, как вы понимаете, также еще многое зависит от разработчиков и их действий. Сегодняшняя наша оптимизация без участия компьютера, но также можно и с помощью компьютера позамораживать там приложухи, но об этом, я надеюсь, сниму чуть попозже. И по старинке мы с вами начинаем выполнять оптимизацию с раздела обновления компонентов. Почему именно с него? Потому что бывают ситуации, когда разработчики закосячат, что-то не то пришлют, и наше устройство может улететь в какой-нибудь бутлуп, ну и прочее, а возможно вообще телефон станет кирпичом. Потому заходим с вами в обновление компонентов, дальше мы с вами вверху нажимаем на три точки, обновление компонентов, и дальше видим с вами разделы, как уведомлять о наличии обновлений, а также есть раздел дополнительные настройки. Вот здесь мы с вами выставляем не обновлять. И после чего вам тупо будут приходить уведомления, что какое-то новое приложение стоковое обновляется. Вы эту информацию читаете, где-то что-то изучаете, и если никаких проблем с этим нет, вы смело можете обновляться. Но автообновление вы в обязательном порядке отключаете. Что же, мы идем с вами далее. Раздел взаимосвязанность. Тоже по личным ощущениям, если им не пользоваться, он будет в фоне висеть и садить нашу батарею. Потому если вы не имеете экосистемы Xiaomi, там, к примеру, Mi Band, там всякие Watch, там планшет, ноутбук, телевизор с HyperOS Global, и если в принципе все это добро будет совместимо между собой, то вы оставляете. Если же вы не имеете все это добро, вы взаимосвязанность отключаете. Но мы с вами следуем далее. Заходим в раздел теперь «Другие способы подключения». Тут есть интересности в плане следующего. Первый момент – это печать. Если вы печатью не пользуетесь, то Xiaomi Home и системную службу печати вы смело отключаете, потому что они тоже так недурно влияют на автономность нашего смартфона. Ну а мы с вами идем дальше. Получается, с разделами взаимосвязанность, другие способы подключения и обновления компонентов мы с вами разобрались. Теперь нас дальше с вами будет интересовать раздел под названием «Отпечатки данные лица и также устройства». Что тут с вами мы сможем сделать? Во-первых, нас может заинтересовать с вами тут раздел «Доступ к личным данным». Ну и скажем так, эти два сервиса, которые мы сейчас отключаем, будут косвенно связаны с рекламой. Но именно к полному отключению рекламы в HyperOS 2 мы придем с вами под конец видео. Так вот, в этом разделе нас интересуют два таких пункта, как MSA и System Daemon. Ждем с вами там до 10 секунд, пока все эти проверки пройдут для каждого из этого пункта, и смело их отключаем. После этих действий все будет с вашим аппаратом нормально, и никаких проблем в работоспособности вы не заметите. Все то, что сегодня я показываю в этом видеоролике, это, скажем так, наработки уже за многие годы, сколько я знаком с брендом Xiaomi и, в принципе, их прошивками, что изначально была MIUI, что теперь HyperOS. И мы с вами, смотрите, отключили смело два этих сервиса. Далее, что еще нас здесь с вами может заинтересовать? Это раздел «Конфиденциальность». Здесь может у нас сидеть очень много разных таких сервисов, которые в фоне что-то будут отправлять. Тут свое внимание обращайте на «Участвовать в программе улучшения качества». Здесь галочка должна быть отключена. Далее подробнее там можете почитать «Использование и диагностика». Также этот раздел вы должны отключить, дабы там где-нибудь в фоне ваше устройство ничего дополнительно не отправляло.
Также, если еще зайдем с вами в дополнительные настройки безопасности, тут есть такие темы, а именно как агенты доверия, опять же, если они у вас активированы. В моем же случае именно агентов доверия нет, потому что тут не установлена приложуха по типу Mi Fitness и не привязано какое-то устройство по типу Mi Band. И они, кстати, активируют этот агент доверия. Потому также, если у вас активный данный раздел, в него заходите и выключаете все то, что есть там. По безопасному просмотру для Android тут ничего сверх такого нет, ну кроме того, что защита в реальном времени. Но опять же, это в принципе безопасная история и ее трогать не нужно. Так же самое, как и защита от кражи. Тоже фича Android, которая у нас присутствует именно в оболочке HyperOS. Также еще обратите свое внимание на рекламные службы, то есть персонализация рекламы. Ну, опять же, хоть это больше к рекламе у нас относится, но сейчас я это затрону, поскольку мы идем с вами последовательно по всем разделам. И также данный пункт вы смело отключаете. Это, конечно, все замечательно, но где еще у нас есть подводные камни, что еще, назовем это так, можно поотрубать? Это, конечно, раздел приложения. В этом разделе разработчики выполняют несколько переиначивания всех этих настроек, что-то они переносят куда-то поглубже, но мы с вами не из тех, которые будут расстраиваться и, в принципе, как-то в этот раздел не заходить. Что нас тут с вами заинтересует? Первое, это автозапуск в фоновом режиме. Здесь будьте очень внимательны, потому что по умолчанию и календарь имеет у нас доступ к фоновому режиму, и там камера, ну, кстати, камере можно дать именно доступ к фоновому режиму, чтобы приложуха быстрее открывалась. Также там диктофон, по-моему, по умолчанию, заметки висят, ну, в общем, вы это все отрубаете. Тот же самый Google кошелек, тоже не понимаю, почему висит в фоне, его смело можно отключить, и при этом на работоспособности модуля NFC это ни в коем случае не отобразится. Если вверху нажмем на 3 точки, фоновые приложения получаются системные, вот, пожалуйста, смотрите, камера. Так что ее лучше по умолчанию не выключать. Все то, что не камера, ну ладно, и не Google кошелек, хотя к этому тоже есть вопросики, вы смело отключаете, чтобы в фоне у вас ничего там сильно не садило и чтобы ваше устройство работало как можно дольше. Вернулись обратно в главные настройки приложений, вверху нажали на 3 точки, тут у нас есть прочие настройки, здесь также очень внимательно. Первое, мы с вами выключаем получать рекомендации, здесь это очень важно, и уведомления о наличии обновлений. Вы в принципе можете это добро оставить, чтобы видеть и понимать, что нового там пришло на ваше устройство. По всему остальному там системные приложения, удаленные системные приложения, там проблемы со сторонними приложениями, здесь ничего сверх такого у нас нет. Есть еще история, как уведомление об ошибках, вот здесь стоит ползунок, но я думаю, что его в принципе стоит оставить, чтобы вы, ну, как бы-то имели понимание, с какими приложухами могут быть потенциальные проблемы. Как, допустим, в моем случае, это вот MT-менеджер и CPU Throttling Test. Оно как бы будет ругаться, но это не слишком критично для смартфона. Двигаем с вами далее. Теперь нас будет интересовать раздел Google, потому что там очень много всего, разная аналитика, разные ползунки, и давайте разбираться. Сам этот раздел немного был переиначен по сравнению с тем, что раньше было, но нас опять же это не смущает. Вверху нажимаем с вами на все сервисы. Получается, что тут вас может заинтересовать? Во-первых, мы с вами ищем такой раздел, как устройство, а именно искать устройство рядом. Если у вас по умолчанию эта опция активирована, ну считайте, что у вас 24/7 устройство молотит и ищет устройство рядом. Хотя опять же нам с вами это никоим образом не нужно. Смело это добро вырубаем. Далее, еще есть история, которая называется как использование и диагностика. По умолчанию она у кого-то активирована, а у кого-то нет. Потому также вам рекомендую смело ее отключать, чтобы ничего в фоне у вас там не поджирало, ничего в фоне никакой инфы никуда не отправляло. И в принципе на автономку также это очень хорошо повлияет. Далее, по рекламе, смотрите, здесь вы в принципе можете только отключить «Вести журнал отладкой для объявлений», больше вы в этом разделе ничего такого интересного не сделаете. Помимо использования диагностики вас может заинтересовать, это, конечно же, персонализация с учетом общих данных, то есть это Gmail, контакты на устройстве. Опять же, зачем Google про это все знать, мы также смело это можем с вами отключить, дабы никакой аналитики больше у нас никуда не отправлялось. В принципе-то это и все, что я мог бы вам сказать касательно вот
опции, которые выше были, ну и при этом еще точную геолокацию также я бы вам рекомендовал бы отключить, потому что зачем кому-то знать ваше точное местоположение, ну и в принципе, чем лучше точность геолокации, тем, соответственно, больше автономки, ну и батареи будет этот сервис кушать. Так что по сервисам Гугла вот как-то так. И еще один интересный раздел, в котором можно найти интересные такие вот моментики, это у нас, конечно же, раздел местоположения. Опять же, давайте определимся, кто пользуется этой всей историей, тот оставляет себе на постоянке. Если же вам не нужно, чтобы точно все определяло, и вы хотите сохранить свою автономку, вы выполняете следующие действия. Во-первых, вверху определять местоположение отключаете, передача геоданных оператору связи отключаете, доступ к приложению к геоданным. Тут нужно быть очень внимательным. Во-первых, вверху нажимаем на 3 точки и показать системные приложения, дабы понимать, что у вас в фоне поджирает. И вот, допустим, тоже приложение Google мы с вами запрещаем ему, все равно запретить, и он в принципе не будет теперь получать никакой информации. Поиск устройства в принципе можно оставить, потом где-то еще я наблюдал такой момент не очень приятный, вот настройка устройства. Вот здесь также мы нажимаем запретить и вуаля. Так что все те приложухи, которые по вашему личному мнению, не должны получать доступ к вашему местоположению, вы смело отключаете. Потому что хоть мы с вами и отрубим это самое местоположение, все равно где-то что-то может у нас куда-то уходить. Еще если нажмем на раздел сервисы и геолокации, получим с вами следующие разделы, в которых вас больше всего должны заинтересовать два следующих. Это поиск сетей Wi-Fi, это сразу отрубаем, потому что очень сильно садит батарею, и поиск устройств Bluetooth. Та же история, которая не очень-то приятно влияет на автономность нашего с вами смартфона. И последняя тема, которая также относится у нас к сохранению автономки, это у нас постоянная синхронизация. Заходим в раздел «Расширенные настройки», «Аккаунты и синхронизация» и «Автосинхронизация данных». Это вообще история очень сильно садит батарею, и я вам хочу сказать, что замечено, что если не использовать именно эту автосинхронизацию, аппарат живет куда дольше. Для кого-то, опять же, как и с местоположением, возможно, эта опция нужна на постоянке, потому тут уже каждый для себя выбирает, что ему и как выполнять. И еще один момент, как бонус, назовем это так, он находится все так же у нас в разделе «Расширенные настройки», и пункт у нас «Язык и ввод». Здесь нажимаем на управление клавиатурами, Gboard и получаем также кучу всяких разных настроек. Тут опять же нас будет интересовать с вами следующее, это конфиденциальность. Вот тут сходу отключаем там отправлять статистику, персонализация для нас, улучшение для всех и отправка аудиосообщений тоже мы с вами вырубаем. Кроме этого, в разделе «Голосовой ввод», если вы им не пользуетесь, тоже его можете отключить на всякий случай. Опять же, мы не параноим, шапочку из фольги не надеваем, но, опять же, я отталкиваюсь от того, зачем компании знать о том, что, допустим, мы там говорим и тому подобное. То есть, опять же, данная инфа все-таки должна быть полностью конфиденциальной. Теперь же мы с вами переходим к вопросу, который касается рекламы. Потому что, когда пользователь Xiaomi или там Poco, Redmi покупает новое устройство, он считает, что реклама тут не отключается и что все очень печально в данном вопросе. Но, как оказывается, нет. Заходим в раздел «Настройки», нажимаем «Другие способы подключения», и тут у нас есть с вами такая история под названием «Частный DNS-сервер». Тут мы с вами нажимаем имя хоста-провайдера, пользователь сети, и здесь мы с вами вводим следующие значения, а именно как dns.edguard.com. И с этими значениями ваше устройство будет полностью лишено рекламы, что в самой системе, что соответственно в браузерах. Но есть один такой моментик, назовем это так. Когда данный DNS-сервак отваливается, то у вас могут быть проблемы с доступом в интернет. Если вам такая история не подходит, то вы выполняете следующие телодвижения. Допустим, заходим в приложение «Безопасность», вверху нажимаем на шестеренку, опускаемся ниже и выбираем «Получать рекомендации». И все так же выполняем со всякими другими разделами, такими как настройка очистки, дальше там где-то еще, по-моему, то ли в управлении питанием, то ли в антивирусе эта вся история была. Все то же самое вы выполняете в разделе «Музыка», то есть если вам не нужно, чтобы было там всякая куча рекламы, вы вверху нажали на ползунок и дальше смотрите «Разрешить постоянное уведомления» можете выключить по расширенным настройкам, опускаемся ниже и смотрите сервисы онлайн-контента, дальше показывать рекламу, там персональные рекомендации, ну и прочее.
Та же болячка есть и в приложении темы. Мы с вами нажимаем на профиль, вверху нажали на шестеренку, показывать рекламу и персональные рекомендации вы смело отключаете. Итак, все эти действия вы выполняете в каждом стоковом приложении. Да, немного времени потратить нужно, но это вы делаете один раз и до, наверное, следующей смены вашего смартфона. Что же, друзья, получился вот такой немного длинный видеоролик, но я считаю, что полезный, потому что оптимизация HyperOS 2 очень насущный вопрос у многих пользователей бренда Xiaomi. Если же вам эта инструкция была полезна, если она была интересной, поделитесь этим видосом со своими друзьями. Ну а если есть что дополнить, welcome в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.